Серия Dark Souls и Bloodborne из всех игр From Software до сих пор остаются самыми любимыми, и я никогда не рассказывала почему. Дело не только в боссах, лоре и мрачности происходящего. Мне нравится думать о том, что на свете нет ни плохих, ни хороших. Если вы не поняли, к чему здесь вставлена данная реплика, то не переживайте, вы все поймете. Восточные люди кардинально отличаются от нас своей философией и смотрят на мир несколько иначе. В то время как у нас или в США в киноленте четко выражена линия героя и врага, Восток в свою очередь смотрит на такие вещи под другим углом и часто показывает врага в более приятном ключе. Вплоть до того, что в повествовании будет показана линия жизни отрицательного персонажа, вся его подноготная и как он дошел до точки невозврата. Если углубиться в мифологию, культуру и философию Азии, то мы можем проследить очень интересную картину, и именно главная мысль выражается как раз таки в играх Dark Souls и Bloodborne. И самый главный вопрос, который стоял в Dark Souls, происходил в концовках. Что вы выбираете? Вступить во тьму или возродить огонь? Это я беру две главные концепции без дополнительных концовок. Похожую философию отлично реализовали в серии игр Mass Effect. Там есть такие же выборы, где Шепард может либо уничтожить машины, и таким образом в аналогии они не переходят в новую эру. Можно продолжить цикл, то есть в аналогии переход в следующую эру. И была еще концовка симбиоза, и она довольно интересна. Опять же, Mass Effect — это проект Запада, и все там сделано прекрасно, но Dark Souls сделан более утонченно, несмотря на монстров и прочих мрачных штук. Японцы любят накладывать мелодии в классическом стиле на бои. Я не знаю, откуда они взяли этот прием, но он определенно делает свою работу, которая сильно отпечатывается в сознании. В первой части в Храме Огня мы слышим мелодию, которая создает атмосферу ностальгии, будто ты уже здесь был, даже если ты играешь впервые. В мире нет абсолютно ничего. Минимальные взаимодействия и кат-сцены полностью погружают в игровой мир. Даже если есть кат-сцены, они сделаны таким образом, чтобы только показать, против кого мы сражаемся, или в случае с огромной птицей, показать, как она нас перемещает. Никаких ненужных звуков и анимаций, только самое основное. Как Полый молча смотрит наверх. Птица или голые чудики перемещают нас, и все. То есть нет мишуры, которая нас бы отвлекала от атмосферы, нет захламленности, и в случае Саннерлонда мы, люди, привыкшие к более динамичным играм, сначала впадаем в ступор, потому что там стоит буквально две калеки, три чумы, и все. Тут больше ничего нет. И самое интересное, что такая магия сработала, и игроки не побросали проект, а наоборот, им стало интересно изучать, что же тут на самом деле происходит. И вот ты уже лезешь на YouTube, на фандомы, пытаешься выстроить какие-то цепочки, и когда узнаешь всю полную картину, перевариваешь у себя в голове, то на выходе ты будто переродился. И вот здесь начинается моя любимая часть повествования. Узнав всю картину мира, кто как поступал, с чего все началось, а я напомню, что началось все с ничего. Относительно ничего. С драконов, которые никого не трогали и находились нигде. Место, которое было их домом, не имело ничего, кроме них самих и странных деревьев, которые возвышались наверх. Драконы не интересовались ничем. Они просто существовали, и вот здесь закладывается самая главная деталь, которую почти никто не может уловить. Безоценочная система мира. Человек устроен интересным образом. С самого рождения и до смерти мы вырабатываем в себе определенные реакции, которые в последующем станут привычкой, а привычка, в свою очередь, станет образом жизни. На реакцию физического тела накладывается оценочная система. У животных она не такая разнообразная и сходится лишь в точках пропитания и защиты. Однако человек развил себе последующие эмоциональные окраски и привязки как к себе подобным, так и к миру. Безоценочная система, то есть система отрешенности от мира, является обязательной практикой в буддийском монастыре. Процесс созерцания также может происходить без эмоциональной окраски, и таким образом мозг может фокусироваться и видеть мир реальным. Реалии мира или реальный мир никак не связан с нашими внутренними ощущениями и его оценкой. Есть хорошая фраза: «Мир такой, какой он и есть». Все, что мы видим и слышим, и есть мир. Но то, как мы будем его воспринимать, зависит от наших личных факторов. После наложения на мир эмоций и его оценки, мир для нас становится другим. Не таким, какой он есть, а таким, каким мы его видим. Что вы видите перед собой? Деревья, возвышенные кверху. Вы видите птицу, вы видите картину. А теперь, что вы видите?
Вы видите огромные пышные кроны деревьев. Вы видите, как птицы летят по чистому небу вдаль под прекрасную музыку. Вы видите красивый закат. И опять же музыка накладывает на мир эмоций и оценочную систему. Степень оценки красоты, радость, приятную грусть и прочие атрибуты нашего мозга сопровождают нас всю жизнь. Благодаря этой системе мы выстраиваем взаимоотношения, строим города и пытаемся жить. Отсюда и такое негативное отношение к слову «существовать». Никто не хочет просто существовать. Мы хотим жить полной жизнью, напичкать себя эмоциями через предметы, еду, секс и путешествия. Однако сам мир, как таковой, то есть природа, не меняется. Мы лишь меняем свой взгляд на нее и на людей. Горы как стояли 200 лет назад, так и стоят. Моря как существуют на этой земле, так и существуют. Основа мира не меняется, однако наше взаимодействие с ним меняет все. В нас, а не в мире. Как бы мы ни любили говорить, что Земля — это огромный живой организм, это больше оценочная система, чем реальность, потому что она живая благодаря микроорганизмам, из которых она состоит, как и мы все. И здесь назревает вопрос: а что, если перестать смотреть на мир оценочной системой и взглянуть на него без эмоций вообще? Мы увидим, что ничего страшного в нем нет. В нем ничего нет. Стоят сухие здания, передвигаются люди и животные. И все. Идет сухое взаимодействие в мире друг с другом, и ты при этом перестаешь бояться смерти. Потому что страх смерти — это тоже оценочная система. Ты начинаешь смотреть на сам факт угасания жизни не как на что-то ужасное или страшное, а как на сам факт жизнедеятельности организма. Ты наблюдаешь видоизменения перед собой, и они перестают тебя пугать. И как вы думаете, какой самый главный вопрос стоит в Dark Souls? Действительно ли человек должен бороться за свою жизнь, или же мы должны принимать переход в новую эру как нормальное состояние? Я придерживаюсь того, что да, должны принимать, если такие переходы случились не напрямую по вине человека. Да, здесь Гвин приложил руку, однако сам дух, который пришел, он уже был до Гвина, и силу, которую они получили, была лишь временным явлением, а уже после эры человечества мир должен был переродиться. А чтобы, как мы знаем, было лето, должна быть и зима. И здесь наступила зима. Почти все существа уже потеряли разум и стали существовать в другом виде. Однако с человеком все не так просто. Он не может видоизмениться до такого состояния, чтобы чувствовать себя комфортно. Однако, как мы знаем, многие враги когда-то были людьми и утратили разум, и при этом они все еще двигаются и ходят по свету. То есть какой-никакой переход есть. Без оценочной системы мы можем наблюдать, что здесь нет ничего. Ни плохого, ни хорошего. Есть только сам факт данности, что мир видоизменяется. Новые существа создают свои дома, объединяются в колонии, и для них такой мир значительно лучше нашего. И здесь мы переходим к еще одной удивительной мысли с сегодняшнего дня. Многие из вас знают, что в некоторых религиях любят использовать демонов или чертов, которые мечтают завладеть нашей душой и делают для этого все. Иначе что? Правильно, иначе они умрут. Развивая данную мысль, мы переходим к следующей, что демоны, черти и прочие нелицеприятные для нас существа делают все для того, чтобы просто выжить. Им нет никакого дела до нас, но так же, как нам нужна еда, им тоже нужна еда. И если смотреть с такой системы координат и отринуть оценочную систему, то мы можем увидеть, что нет ни хороших, неплохих. Каждый лишь заботится о собственном выживании в той или иной степени. Именно поэтому я люблю Dark Souls. Не потому, что тут есть Арториус или мне нравится умирать 200 миллионов раз. Да, мне нравится, но моя любовь к Дарку началась именно с этого, с философии. Понимая, что нет ни плохих, ни хороших, что новые существа имеют такое же право на существование, что и мы, с чем мы сталкиваемся? Правильно, с выбором. У человека всегда есть выбор, в отличие от более слабых разумом существ. И тут у нас выбор непростой. Сейчас я дала оценочную систему происходящему, хотя без оценочной системы это всего лишь два пути. Либо мы боремся за последнее место под солнцем, как Соллер, либо мы принимаем видоизменяющийся мир как данность и самовольно сходим с ума в самых темных углах этого нового мира. Даже когда мы убиваем Мануса, мир все равно уже не становится прежним. Подождать несколько лет также не получится, ибо никто не знает, сколько продлится новая эра. А что будет после нее? Наступит ли пустота, или же мир заново оживет, но уже в каком-то другом виде? А будет ли место человеку в том новом мире? Вопросов больше, чем ответов. Измениться может не только мир внешний, а также его флора и фауна и банальный кислород. Человеку, возможно, не будет места в новом мире, потому что он там не сможет дышать, учитывая, что все уже будет иметь отвратительный резкий запах трупа от полого, и, возможно, как раз таки те, кто сошел с ума, смогут каким-то образом возродиться в
в новом времени. Единственный, кто в итоге это увидит, будет черный дракон Ковенанта, которому будет абсолютно все равно, что происходит сейчас, что будет в будущем, и возможно он уже видел такие изменения раньше, просто мы об этом не знаем. Для него мир просто существует. И все. И что же нам в итоге делать? Действительно ли перемены даже по нашим меркам катастрофические являются таковыми на самом деле? Или же мы просто не понимаем, что это всего лишь переход и не более? Стоит ли нам вообще думать об этом, или все же такие рассуждения помогут нам понять одну простую истину? Мир таков, каков он есть, и все в этом мире имеет начало и конец.